Привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch. Сегодня мы с вами поговорим о плюсах и минусах таких часов, как Galaxy Watch 4. В данном случае это Classic 46 миллиметров. Я не буду показывать их внешний вид, да, я не буду показывать их работу прям вживую. Почему? Потому что достаточно уже есть видосов, которые сняты профессиональным оборудованием, красиво, где интересно все показано. Нет, я хочу пройтись по системной и софтовой вообще именно части данных часов на основании приложения Galaxy Wearable. Пройдем по пунктам приложения Galaxy Wearable, и в этом приложении, или вернее в плане этого приложения, я буду заодно и говорить о том, где и как часы работают, какие есть там плюсы и какие минусы. Поэтому мы с вами запускаем приложение Galaxy Wearable и начинаем говорить именно от него. Что у нас есть? Во-первых, у нас есть меню циферблаты. Циферблатов много. Циферблатов, но в основном они вот такие вот циферблатики, как вы видите этот. Много очень именно таких циферблатов. Значит, это должен быть еще вот одно такое приложение, так скажем, клиент стоит на вашем смартфоне, и вы уже здесь настраиваете на этом клиенте. В Galaxy Store для часов Watch 3, например, и всех часов на Tizen достаточно все намного проще вообще. В принципе, и с циферблатами, и со всем остальным. С софтом тоже, к сожалению, пока что. Но я думаю, что это исправится. Здесь циферблатов пока, конечно же, мало, но я думаю, что их будет и еще больше. Потому что разработчики с Tizen, которые делали циферблаты именно для системы Tizen, потихонечку, помаленечку, но уверенно переходят на Google Play, да, и начинают циферблатики свои конвертировать, тем более компания Samsung предоставила им для них все возможности, да, там есть конвертация циферблатов, такое приложение, которое берете вы старый циферблат на Tizen и конвертируете его уже для Watch 4 на Wear OS. Поэтому я думаю, что в ближайшее время их будет очень много. Ну, в принципе, и сейчас можно найти достаточно интересные экземпляры. И если вы будете следить за моими видосами, то вы не пропустите и обязательно увидите хороший циферблат именно для вас. А также сможете его приобрести бесплатно, если успеете взять промокод. Что у нас здесь дальше мы видим? Приложение. Здесь просто можно изменить порядок приложений. Менюшечка, кстати, достаточно интересная. Сейчас, да, стала, работает быстренько, в принципе, без лагов. Об этом говорить не буду. Дальше настройка приложений. Здесь мы можем кое-что настроить, что есть. Информация о приложениях. О каждом из них, во-первых, сколько аккумулятора сожрало со времени его установочки. Дальше, сколько занимает памяти и оперативной памяти в том числе. Вообще по всем. Тут есть фильтр, где мы можем посмотреть включенные, отключенные и так далее, тому подобное. Что у нас здесь еще есть? Показывать мультимедиа. Если мы это нажмем, то у нас мы можем с вами вот включить такую вот галочку, и мультимедиа плеер будет всегда включаться, когда мы запускаем что-либо либо на смартфоне, либо на своих часах. И настройка клавиатуры. Ну, об этом мы еще поговорим. Идем с вами дальше. Карточки или виджеты, как мы их называли по-старому на Tizen. Там они именно так написано. Здесь их же можно сразу что-то удалить, что-то наоборот добавить и изменить их порядок долгим тапом. Пожалуйста, перемещайте как хотите. Все, здесь вот они, которые еще не добавлены, вы их можете добавить и потом нажали сохранить, и все у вас будет нормально. Тут же есть панель быстрого доступа, где вы ее можете поменять. И не обязательно здесь, на самих часах, она меняется достаточно легко. Просто нажали долгим тапом на одну из этих вот иконочек, появляется минусик вот такой, вы его либо удаляете, а если что-то хотите добавить, просто у меня все добавлено, нажимаете плюсик, и он добавится что-то новое туда, да, какую-то новую плиточку. Все, в этом смысле здесь пробежались. Теперь идем быстренько, мы с вами идем в настройки. Galaxy Wearable, уведомления. Здесь мы можем настроить, показывать только тогда, если, допустим, мы телефон держим, вот показывает уведомление, если телефон не используется. Или показывает уведомление даже при использовании телефона. Другими словами, если мы используем телефон, поставили вот эту настроечку, то уведомление на Galaxy Wearable, вернее на Galaxy Watch 4 показываться не будет. И это, кстати, сэкономит заряд батареи. Кстати, вот настроечку эту можно и оставить. Далее, если мы поставим нижнюю, то, естественно, у нас они в любом случае будут приходить. Пользуемся мы данным сейчас, в данный момент, данным
данными часами или нет, или смартфоном в том числе. Здесь у нас что есть? Выключить звук уведомлений на телефоне. Можете ее включить, можете отключить, если для вас это важно. У меня, в принципе, телефон уведомления отключены всегда, потому что я всегда хожу с часами Galaxy Watch. Уже несколько лет. Еще начал, наверное, с S2. Gear S2. Поэтому далее идем ниже и смотрите. Синхронизировать режим не беспокоить. Его можно включить. И если вы включили режим не беспокоить либо на смартфоне, либо на часах, он будет автоматически синхронизироваться там и там. Далее, если вы нажмете вот так, еще перейти настройки не беспокоить. И здесь вы можете выделить, что будет в этом режиме вас все-таки беспокоить, а что нет. Либо вообще ничего, даже будильник можно отключить, либо оставить только будильник, как у меня. Или еще что-либо добавить в этот режим. Далее, смотрите, настройки дополнительные. Заходим сюда и смотрим. Индикатор уведомления, отображение индикатора уведомлений. Пожалуйста, если вы это сделаете, то точечка, которая обычно слева циферблата, да, она будет показываться, и вы будете видеть. Прочтение уведомления вслух можно сделать. Включение экрана. Это если получаете вы вдруг какое-то уведомление с любого мессенджера. Только получили, вибрация на часах произошла, вы хлоп, и экранчик загорается, и уведомление это открывается уже конкретно. Далее, включить для новых приложений. И если включена эта функция, то любое новое приложение, которое вы будете устанавливать на свой смартфон, автоматически будет передавать уведомления на ваши часики. Ну, тут уже как кому нужно. Далее, давайте пройдемте по мессенджерам. Какие у нас есть мессенджеры? Есть Telegram-канал. В Telegram-канале мы получаем уведомления. Мы даже получаем уведомления о звонках. Но ответить мы там не можем. Мы можем только отменить звонок. Или ответить можно только в Вайбере. И то говорить через часики мы не сможем. Обязательно нужен телефон. Фотографии видны на Telegram, на Viber, на WhatsApp пока что нет. Отвечать на присланные сообщения мы можем либо печатать, либо говорить, но это тоже переводится в текст. Ну и пока что все. Есть отдельное приложение для Telegram, но оно сырое. Оно не работает в фоне, и в фоне его обязательно нужно запускать, чтобы увидеть, пришли новые приложения или нет. Я как-нибудь о нем сниму видосик обязательно. Все остальное, ну, как обычно. Думаю, конечно, и вернее, скажем так, надеюсь, что все это будет доработано, и все-таки та армия разработчиков, которая есть в Galaxy Store, переместившись все-таки сюда, на эти часики, а им придется это сделать, если они захотят дальше с этим работать, начнут воспроизводить какие-то новые приложения, которые бы, ну, так скажем, были интересны для пользователей часов. В данном случае даже нет нормального веб-браузера. Есть один, который стоит 150-189 рублей, но он такой никакой. Ты даже YouTube на нем не посмотришь, он тебя переводит на, опять же, приложение этого разработчика, которое также надо купить. Именно за такую же цену или за 89 рублей. Поэтому с приложениями пока что там не все так хорошо, как хотелось бы. Далее. Нет еще окей Google ассистента нет. Хотя пишут, значит, Samsung, да, они пишут, что скоро это... Ну, они это исправят, и этот все-таки окей, Google, наконец-то появится. Ну, будем надеяться, что скоро. А так, в принципе, не знаю. Скоро, не скоро. Поехали дальше. Здесь мы, значит, с уведомлениями с вами все просмотрели и идем дальше. Звук и вибрация. Ну, здесь все понятно. Можно задать вибрацию долгую, тихую, легкую и сильную. Хочу заметить, что вибрация стала лучше. В отличие от Galaxy Watch 3, стала лучше. Но не такая, допустим, как на Apple Watch. На Apple Watch вообще классная вибрация, она мне очень сильно нравится. Но здесь уже близко к этому, но еще не то. Но, тем не менее, если вы делаете мягенькую вибрацию, а именно ее тихую, да, вот легкую,
то она похожа. Мягенькая, легенькая, но чувствительная. Прям реально чувствительная. Дальше вибрация при вызове. Все отдельно здесь настраивается. Вибрация уведомлений. Ну и громкость то же самое. Пожалуйста. Все делается. Либо системная вибрация в принципе. Или системные звуки. Здесь есть тиканье, колокольчик каждый час, касание, звук разблокировки, зарядка и клавиатурный набор. Все есть. Пожалуйста, настраивайте, не хочу. Какие-то свои лично звуки, если вы вдруг захочете их установить, вы их сделать не сможете. Давайте посмотрим. Вот мелодия звоночечка. Все, то, что тут доступно, больше ничего не поменять. Свою, короче говоря, не загрузить. Ну, по крайней мере, на данном этапе, возможно, это как-то изменится. Идем дальше. Экран. Автономная яркость. Кстати, работает прекрасненько, вернее автоматическая. Always Display. На этих часах Always Display вообще крутой. Он без каких-либо ограничений. Циферблат тут прям как воочию. Только если вы смотрите аналоговый циферблат, на нем не будет двигаться секундная стрелка. И также не будет секунды или точки вот моргать на цифровых циферблатах. А в остальном все прям как вживую. Просто прекрасненький. Always Display. Но с Always Display включенным вам придется заряжать часики. Ну, раз в сутки это точно. Идем дальше. Пробуждение поднятием руки работает. Пробуждение касанием отлично работает. Пробуждение поворотом, пожалуйста. Показывать управление медиа мы с вами уже до этого, я вам об этом говорил. Тайм-аут. На прошлых версиях часов Watch 3 было до 5 минут, здесь 1 минута. Ну, думаю, в принципе, зачем там 5 минут или 10, в принципе, без разницы. Возврат к приложению через 20 секунд. Здесь вы можете поставить так, как вам хочется. Есть чувствительность. В принципе, чувствительности хватает и так вполне. Но вдруг вот в зимнее время, когда вы ходите в перчатках, пожалуйста, ее включите и будет все работать отлично. Отображение данных о заряде. Показывать уровень заряда до полной зарядки. Это, естественно, все средства улучшения видимости. Ну, это мы еще с вами посмотрим. Теперь дополнительные жесты. Идем в дополнительные жесты. Двойное нажатие здесь можете настроить как хотите. Верхняя кнопочка, пожалуйста, двойное нажатие на верхнюю кнопочку будет вызывать то приложение, которое вы хотите. Я поставил Google Pay, потому что нажатие на нижнюю кнопку долгим тапом не изменяется и всегда будет вызываться Samsung Pay. А вот верхнюю можно изменить. Помимо того, что есть двойное нажатие, также есть еще короткое нажатие клавиши назад. Это нижняя клавиша в данном случае. И тоже вы можете ее на свое усмотрение. Либо предпоследнее приложение, либо к предыдущему экрану. Ответ на вызов. Нажали, пожалуйста. Я проверил, жест работает лучше, чем работал, допустим, на Galaxy Watch 3. Ну и на Galaxy Watch 3 он замороченный. Здесь же все достаточно просто и прозаично, как вы сейчас видите. Пожалуйста. Дальше показать инструкцию, и он вам будет показывать и показывать на часиках, как с этим работать. Тут же все, короче, как говорится, сходу. Работает прекрасно. Только нужно привыкнуть. И отклонять оповещение то же самое. Просто поворачиваете, жик-жик, готово, без проблем. Также работает отличненько. И есть еще один жест скрытый, я вам покажу его позже. Дальше, удаленное подключение. Пожалуйста, если вы его включите, будет у вас удаленное совершение, а также синхронизация данных телефона через Wi-Fi или мобильную сеть. В России удаленные звонки и смс недоступны, но я сделаю инструкцию, потому что у себя я это сделал, просто нужно установить данное именно приложение, которое эту функцию включает на телефончике, и тогда все нормально. В СНГ она в принципе не работает. Думаю, Украине, наверное, будет. По умолчанию. Дальше идем. Включение экрана. Пожалуйста, мы с вами это уже смотрели. Дальше чувствительность, прочтение уведомлений вслух и чувствительность. Выходим отсюда, идем далее. Или здесь мы все посмотрели? Да, здесь в принципе все. Аккумулятор. Конечно же, это слабое, так скажем, звено вообще в данных часах. Вот смотрите. В данном случае у меня 49%. Часы у меня 18 часов 51 минута. У меня отключено практически все. Определение тренировок автоматически, по-моему, ну хотя нет, что-то там работает. А все остальное, там Wi-Fi, GPS, все это отключено. Вообще, в принципе. И вот так они живут. Ну, завтра мне их уже примерно в обед надо будет заряжать. И это, ну, 2 суток они протянут. Если же вы будете интенсивно пользоваться часами в плане тренировок, то это как минимум раз в сутки вам придется заряжать эти часы, а то и больше. 2. Поэтому с батареечкой тут не особо.
Как вы видите, здесь есть вся информация о том, что запущено и сколько ест. Экранчик больше всего. Если мы нажмем энергосбережение, то он, естественно, отключив все, даст совершенно другие часы. И мы еще подольше сможем работать данными часиками, без подзарядки. Управление содержимым. Ну, это обычное меню, так же, как и во всех остальных смарт-часах компании Samsung, где мы можем добавлять композиции или добавлять изображения. Все это есть. Есть галереи в данных часах, и все, что для этого нужно, есть. Управление содержимым, я думаю, здесь понятно. Аудиофайлы добавили, слава богу, для этого у нас есть 8 гигов, чуть больше даже. Ну, мне кажется, предостаточно. Еще поехали. Общие настройки. Есть предпочитаемый модуль. Это если вы вдруг распознавание речи, да, либо ставите самсунговскую, либо гугловскую. Знаю по личному опыту, что гугловское распознавание речи эффективно, но не знаю, как здесь работает. На смартфоне гугловское распознавание речи работает лучше. Проверим потом на часах, и если будет возникать у меня в этом плане вопросики какие-то или у вас, я вам об этом обязательно сообщу. Ну, скорость речи, естественно, можно поставить. Потом клавиатура. Есть клавиатура вторая, бесплатная клавиатура, гугловская, обычная клавиатура, которая ставится на любой Android смартфон. Ее можно также поставить сюда и ей пользоваться. Режим T9 работает прекрасно. Сама клавиатурочка, пожалуйста, языки, управление языками, все, что вам тут нужно, есть. Поставить можно все, что хотите. Естественно, авторасстановка пробелов. Здесь тоже настраивается на английском и на русском. Потом авторасстановка заглавных букв тоже стоит. Дважды коснитесь для пробела, чтобы поставить точку. Дважды коснитесь пробела, чтобы ввести точку и пробел. Дальше можно поставить звук на касание. Также вибрация. Сделать сброс настроек или удаление персональных предложений. Все это делается. Список доступных клавиатур. Пожалуйста, в моем случае пока что стоит у меня клавиатура только самсунговская. Но планирую поставить гугловскую и испытать ее, насколько она будет эффективнее, чем самсунговская клавиатура. Все, здесь у нас ясно и понятно. Есть голосовой ввод, работает вообще восхитительно. Мне понравилось. В принципе, он и на Galaxy Watch 3 работал неплохо. Идем дальше. И что мы с вами видим? Список быстрые ответы. Ну, это обычное дело. Они работают во всех мессенджерах, в том числе и смс. Пожалуйста, быстрые ответы без проблем. Здесь вы можете задать, что хотите. Тут же можно и сбросить. Выходим отсюда и идем в специальные возможности. Ну, специальные возможности не советую здесь ничто трогать, потому что много потом проблем. Включают специальные возможности, а потом не знают, как это все отключить. Средства улучшения видимости, увеличения. Кстати, если вы трижды коснетесь экрана, чтобы изменить масштаб. После увеличения масштаба можно настроить, сводя и разводя пальцы. Для панорамирование проведите двумя пальцами. Здесь все, я думаю, ясно и понятно. Если вам это надо, вы вникните, видя, где это, и сделайте то, что вам нужно. В том числе и слышимость. Пожалуйста, выключение всех звуков или сделать монозвук. Все работает. Вернемся еще и посмотрим дополнительные параметры. Вибрации часов и тройное касание двумя пальцами. Вызывает голосовой помощник, который будет говорить о том, что у вас на экране. Это для людей со слабым зрением. Все, поехали. Учетная запись. Здесь, как обычно, запись, вернее, аккаунт Samsung, автономное или автоматическое резервирование и копирование. Ну, советую это сделать. Потом резервное копирование. Если мы сейчас включим, можно зарезервировать сразу автоматически, что хотим. Потом восстановление данных. Дальше удаление резервных копий. Ну и, естественно, аккаунт есть у нас Google. Теперь появился. Ну и здесь же есть кнопочка «Сбросить». Все, обновление, оно недавно было. Обновился 306 мегабайт новенького, ну ничего. Написано, что система изменилась, улучшение системы и так далее и тому подобное. Что у нас здесь есть? Есть память, где мы можем посмотреть, сколько у нас доступно. 733, пожалуйста, из 16 то, что есть. Информация об устройстве, модули там и так далее и тому подобное. Какая вот у нас модель, какая серийный номер, ну и оперативная память. Дальше юридическая информация, сведения о ПО, пожалуйста, здесь тоже есть. И дальше сведения об аккумуляторе.
номинальное значение и емкость аккумулятора вообще, в принципе, какая. Вот вся информация, в принципе, которая доступна. Установка приложений. Можно не обязательно делать это с Google Play. Это можно сделать даже самостоятельно. У меня есть видосик о том, как установить Samsung монитор здоровья на часики с помощью смартфона. Пожалуйста, проходите, и именно таким способом можно установить любой файлик, любой APK, да, файл, который доступен для часов, вот именно так, удаленно, через Wi-Fi, с помощью вот этого вот приложения. Пожалуйста, берете и устанавливаете. Для этого надо будет открыть параметры разработчика на часах, так же, как на любом Android устройстве, да, сделать там синхронизацию, потом ADB открыть и отладку по Wi-Fi. И все. И, пожалуйста, работайте не хочу, короче. В принципе, конечно же, если по-честному, ожидал от этих часов больше. Ну, есть то, что есть. Надеюсь, что они улучшат их, да, со второй версии данной модели на Wear OS. Потому что в свое время, когда вышла первая модель Galaxy S20 Ultra, я ее купил, ну и потом пожалел. А вот сейчас я купил Galaxy S21 Ultra и нисколько не жалею. Это действительно уже доработанные часики, вернее, доработанный смартфон с хорошим процессором, который работает без каких-либо проблем, в том числе и камера. Galaxy S20 Ultra работала не ахти, но сейчас там очень многое добавили и изменили, в том числе и в камере. Сейчас я снимаю именно на Galaxy S20 Ultra, а также там и поменяли режимы, многие добавили с этого телефона на тот, на старый, в том числе и кинорежим. Такой классненький. Прикольный. И забыл о секретной фишечке, которую я вам хотел рассказать. Открываем Galaxy Wearable, нажимаем вот на эти три черточки, дальше о Galaxy Wearable. Теперь в этом Galaxy Wearable нажимаем несколько раз на название, и открывается у нас вот такое вот меню для разработчиков. Первое менюшечку открываем, и здесь видим быстрый запуск. Вот именно жеста, быстрый запуск секретного жеста. Здесь мы можем выбрать быстрый запуск либо приложения, либо функции. Смотрите, в течение 5 секунд после поднятия руки дважды согните запястье вниз и разогните обратно, чтобы открыть выбранное приложение или функцию. Для получения наилучших результатов плотно надевайте Galaxy Watch на предплечье, на палец выше запястного сустава. Все. И тут уже как хотите. Выбрали приложение, нажали на шестереночку. И тут уже выбирайте приложение, которое хотите, чтобы запустилось. При этом жесте также точно с функцией. Выбрали функцию, нажали на шестереночку и выбрали функцию. Вот такое вот интересное приложение. Дальше, дорогие друзья, в этом вот именно менюшечку лезть вам не советую. По одной простой причине. Потому что это менюшечка для разработчиков. Здесь вы что-нибудь нажмете не то, потом пожалеете. Вот такая вот секретная менюшка. Ну, не знаю, вот такая вот информация. Если она будет вам полезна, конечно же, поставьте лайк. Напишите свой комментарий. Если еще какие-то у вас помимо этого есть вопросы, пишите либо в комментариях, либо на канале Galaxy Watch, телеграм-канал в описании видео. Спасибо за внимание. До свидания, всего доброго и до новых встреч.